Приветствую! Спустя, наверное, год после приобретения данной камеры видеонаблюдения, а это моя вторая видеокамера, приобретенная на AliExpress в официальном магазине Bezdor. Первая работает уже более 3 лет без нареканий, а третью подобную видеокамеру я уже приобрел на Озон Buy. Так вот, в один момент она замерла в таком состоянии, когда она отключилась от интернета, поэтому стала недоступной для управления. При этом у нее постоянно горят белые светодиоды подсветки. Создается предположение, что зависло программное обеспечение и достаточно ее перезагрузить удержанием кнопки в отсеке под резиновой заглушкой, где также установлена карта памяти. Вот эта кнопка. Какая-то реакция на это есть, светодиоды стали гореть ярче, при этом ничего больше не происходит. Буквально за несколько дней до этого стала недоступна для записи карта памяти. А приобретал я эту камеру в комплекте с картой Migza объемом 64 гигабайта. И сначала я грешил на эту китайскую карту памяти, подозревая ее в том, что возникла ошибка записи и чтения на карту, вследствие чего позже зависла видеокамера. Позже выяснил, что файловая система этой карты памяти сменилась на RAW. Восстановить ее не удалось, потому что получаю ошибку ввода-вывода. Комплектный блок питания вроде как в работе, горит даже синий светодиод подсветки. Напряжение на его выходе при отключенной камере видеонаблюдения более 12 вольт. Вот даже камера заработала, если тут подергать эти контакты. Слышна работа какая-то моторов при попытке запустить эту камеру, но приглядевшись, заметил слабое мерцание светодиодов подсветки. Вывод 1. Данный блок питания не обеспечивает достаточную силу тока для работы этой камеры видеонаблюдения. Это может случиться при выходе из строя электролитического конденсатора, фильтре питания 12 вольт или какие-то чисто механические. Вот светодиод мерцает, возможно, здесь просто нет надежного контакта на выходе. Поэтому буду разбирать и ремонтировать блок питания. Для его вскрытия нужно освободить от 4 защелок нижнюю стенку и вынуть плату из корпуса. Для этого поддену лопаткой верхнюю сначала часть. Пластик тут достаточно мягкий. Так, и теперь нижнюю часть, где выходят провода. Вот таким образом, оказывается, плата находится именно с фронтальной стороны. Здесь подается 220 вольт, это выход. Так, и здесь явно заметна холодная пайка вот этого вывода, это светодиод. Вот так выглядит, в общем-то, плата. Диодный мост, шим-контроллер, 2 электролита в первичной цепи. Вот этот, вероятно, на 220 вольт или на 400 вольт, 10 микрофарад всего лишь. Так, и какие-то элементы обратной связи, импульсный трансформатор. Так, и вот электролитический конденсатор на выходе. 470 микрофарад на 16 вольт. Вот необходимо его выпаять и проверить. Подключил этот элемент, проверяем. При его номинале 470 микрофарад получаем почти 450 микрофарад. ESR небольшой, всего лишь там 0,11 Ома. Значит, проблема не в нем. Надо искать где-то плохой контакт. Решил еще раз замерить напряжение на выходе этой платы, в разобранном виде блока питания. И оно составило всего лишь 5,2 вольта. Как-то нестабильно, то 12, то в 2 раза меньше. Похоже, нашел я эту неисправность. Вот подключаю уже восстановленный блок питания. Так, видеокамера запускается. Да, все работает. Вот пошло тестирование перед ее запуском. На выходе стабильно держится 12 вольт. Так, светодиод я тоже подпаял его, в принципе, все работает. Неисправен был вот этот элемент, вот здесь вот установлен он. Это электролитический конденсатор на 10 микрофарад, 50 вольт. Вот он небольшой такой. Я его уже здесь поменял. Так, вот этот элемент тестирую. У него, в принципе, нормальная емкость, чуть менее 10 микрофарад, но у него очень большой ESR, 36 Ом. Должен быть 0 с чем-то там, сотая доля Ома. Вот, я решил заменить, и оказалось именно в нем неисправность. Он неисправен.
Здесь он находится в первичной цепи, вот где шим-контроллер. Вероятно, задает какую-то частоту генерации этого шим-контроллера, из-за чего было пониженное напряжение уже на выходе. Ну, в принципе, все, блок питания восстановлен, собираю его в корпус. На боковых стенках здесь есть такие направляющие в верхней части. Все, собрал. Итак, блок питания отремонтирован. Сейчас итоговая проверка. Подключаю к сети. Да, камера начинает себя тестировать при включении. Готово. В общем-то, основная неисправность — это электролитический конденсатор в первичной цепи импульсного блока питания. Но жалко, конечно, что при этом выходит из строя карта памяти на 64 гигабайта в данном случае. Кому это видео было полезно, оценим его лайком, подписываемся на канал и встретимся в новых видео. Всем удачи, пока!